Что, по гарантии сдадим Альфард, как ты думаешь? Давай Тёме позвоним, спросим, можно по гарантии починить? Ну пусть новый дадут, им реклама один хер была же. Смотри, а вдруг эта херня вредная, а летает? Это коронавирусы, может, какие-нибудь бразильские. Прикинь, лютые какие в Бразилии коронавирусы. Охуенно, братан! Охуенно! Всем привет, это канал Loud Sound и долгожданная рубрика «Битва усилителей», 6-й выпуск. У нас есть возможность потестировать новый Apocalypse Atom. Но мы решили не просто их потестировать, а найти что-то похожее в таком малом размере и хотя бы примерно такой же по мощности. Самое ближайшее вот к 1,5 киловаттному моноблоку Apocalypse у нас получилась Aria, а к 1.800 мы ничего не нашли, да? Вообще на рынке бывают Кинзаудио, бывает, что еще Стецемы, наверное. Ну, вот сейчас, в данный момент, на рынке это, наверное, самые маленькие, при самой большей заявленной мощности усилители. Однако бразильские, хорошо ли это или плохо, чуть позже скажу, почему сделал акцент на Бразилии. Однако, чтобы 800-му не было одиноко, мы взяли Урал 800, примерно по той же цене, с такой же заявкой. И вот покажем, собственно, размер обычного 1.800. Действительно впечатляют малые размеры этих усилителей, и сегодня мы посмотрим их в деле. Сразу надо сделать оговорку, что мы не сможем померить этот усилитель в реальный 1 Ом в статику. Объясню почему. Когда мы на этом стенде тестируем усилитель при подключении в 1 Ом, мы имитируем подключение в автомобиле, если на практике, вот, чтобы выйти на такое сопротивление, подключаться надо сколько? Ниже 0,5 по идее. Вот. Не все усилители это выдерживают в принципе по схемотехнике, а у Бразилии это особенность такая. Они не любят работать ниже заявки. То есть бразильцы предполагают, что подключая ваш сабвуфер или ваши динамики к усилителю в 1 Ом стартовые, они будут расти. И вот, схемотехника устроена таким образом, что Бразилию не получается померить 1 Ом. Ну, мы сделаем это, да, Тём, наверное, все-таки. Ну, они обычно выходят из строя. Вот есть косяк такой в Бразилии, то есть преимущество у него, она компактная, она очень мощная, она относительно недорогая, а сейчас откровенно недорогая, да, прям. Сейчас цены покажем вам. Ну, у них всегда были проблемы, особенности с подключением в разную нагрузку, вплоть до того, что у тех же Стецемов были версии для 2 Ом подключения, для 4 Ом, для 1 Ом, и при подключении выше или ниже, они работали уже некорректно или вообще выходили из строя. Сделаем сейчас распаковку, посмотрим, что у них внутри. Не думаю, что мы там что-то инновационное увидим, однако показать вам это надо. Сравним Apocalypse и Арию и стрельнем, посмотрим, сколько они нам дают в 2 Ома, соответствует ли это заявке. Ну и потом, если все будет хорошо, стрельнем в 1 Ом. Восьмисотые пока отложим. И посмотрим, что у нас в упаковках у Апокалипса и у Арии. Ария, коробка, ну, такая относительно недорогая, у Апокалипса более презентабельная, глянцевая, ну и компактнее. Инструкция. 1 Ом 1100, у нас заявка 1100, в 2 Ома 780. Гарантийный талон, шестигранники, какая-то монтажная штучка, что это? А, это для ремота. И ремонт, ну, очень смешной, маленький. Апокалипс. Гарантия. Вот сюда уже видно, что ремонт у DevBonds выигрывает как минимум размером, да? Он капитальный, металлический, блестящая, приятная крутилка. Индикатор включения. Здесь индикатор включения отсутствует. Шестигранники, саморезы и все. Тёма подсказывает, что еще должны быть 2 наклейки, но куда-то они уже сквозанули. Заявки у нас в 1 Ом 2. И не сразу становится понятно почему. Здесь, видимо, должна стоять звездочка, потому что если мы посмотрим на сноску, вот под звездочками здесь есть заявка в 14,4 вольт и 12 вольт. Это, видимо, оно и есть, да? Просто кто-то забыл нарисовать звездочки. При 14,4 вольтах усилитель должен нам отдать почти 1,5 киловатта, 1480. И вот заявлено при падении, видимо при просадке до 12, не менее
киловатт 350 он должен отдавать. Мы сегодня будем смотреть 2 Ома, ну, однако в один потом стрельнем. Скорее всего, это закончится печально, но мы это должны сделать. В 2 Ома он должен нам отдать почти киловатт. И вот тут мы сталкиваемся с таким преимуществом DevBonds в цене. Он у нас сейчас по скидке получается сколько? 8 он стоит. Обычно его цена 9. Мощности в нем больше, чем в Арии. Цена у Арии при этом 11 с копейками, да, чуть больше 11 тысяч. То есть мы имеем усилитель на 3000 дешевле, меньше и мощнее. И вот все так сказочно звучит, но это Бразилия. И, наверное, вот первый недостаток теоретический пока, это то, что если вы захотите вытащить с Арии больше, наверное, вы сможете, да, пониже ее подключить. Бразилия этого не простит. То есть для понимания, в 1 Ом вы сможете подключить DevBonds, здесь никакого подвоха нет. Но если вы, у нас же как принято в России, я купил киловаттный усилитель, хочу с него вытащить 1,5, пусть с риском, пусть не без заявок, но здесь это не получится. Купили одноомный усилитель, в 1 Ом только работать он и будет. Давайте посмотрим на сами усилки. Они у нас уже подключены, мы уже даже потестировали, и мы уже даже знаем их мощность, вы узнаете это сейчас. Первая Ария выглядит круто, вот это покрытие очень классное. Издалека оно какое-то, ну, вначале думаешь, да нет, а потом это металл, да, прям такое сатинирование классное. Здесь подводит вот откровенно, ну, не знаю, это на любителя. Вот этот шрифт, цвет, ну как-то дешевато выглядит логотип. Это субъективно. Объективно он супер царапается. Если посмотреть сейчас, поймать на цвет, это просто я его сейчас протер тряпкой. Ну, не знаю, насколько это сильный косяк, но стекло здесь явно очень сильно царапучее. Давайте 800 возьмем, чтобы тот не отключать. У него высота такая же. И да, где-нибудь под сиденьем, Тёма говорит, будет удобней Ария. Однако размер, именно ширина, да и высота, да, DevBonds гораздо компактнее. По настройкам у нас ну, на Арии вообще ничего необычного. Это типичный моноблок, рассчитанный на работу с сабвуферами, потому что мы видим, что фильтр LPF у нас не выключается. И максимальный его показатель 250 Гц. Проще говоря, этот сабвуфер не будет играть ничего, кроме низких частот. Апокалипс же мы можем подключить как широкополосник. Фильтр LPF у нас до 20 кГц. То есть можем подключить к нему среднечастотники, срезать их сверху на 5 кГц, например. Но эти усилители, они гораздо капризнее к наводкам, к подключению, к разности масс и всему остальному. Однако у вас нет панацеи, что вы замените бразильский усилитель на какой-нибудь другой, у вас пропадут наводки. Наводки — это вообще такая страшная хрень, она может быть. А может быть и не быть. Видел Ивека Страдивари? У них сигнальный кабель, но РЦА кабеля, это был антенный кабель на радиорынке, они покупали, самый дешевый, в который телевизор антенна втыкается. Я фотку прикреплю, их там был просто миллион. Там было сумасшедшее питание, сумасшедшие магниты кругом, и там была тишина. Вот включать эту систему, и там тишина. И наоборот, бывает, люди собирают там все супер SQ, и начинается свист. Ну, отрицать глупо, в той же тринашке у нас при замене ОГО на 2800 у нас фон появился больше, однако он потом пропал, да? Проц мы поставили или что-то такое. Хаб поменял, да? Вот при всей той же конфигурации мы заменили усилители, и фон стал громче. Хотя дело было не в нем, мы его тоже потом устранили. В общем, грубо говоря, если у вас в системе есть косяк по наводкам, Бразилия может, не обязательно, но может вытащить его наружу сильнее других усилителей. Здесь предохранители вынесены. Здесь предохранителей либо нет, либо внутри. Я подозреваю, что их нет, скорее всего, да? Бразильцы не из трусливых парней. Охуенно, братан! Итак, мы выяснили, что усилитель меньше, усилитель мощнее, усилитель дешевле. Теперь нам остается проверить, отдает ли он заявку. И вот, собственно, проверить вот эту теорию. Ну, это не теория, это практика. У меня единственный 2,5 киловаттный Stetson, как мне сказал бывший дилер по Stetson'у, остался в России живой. Я, наверное, единственный просто человек, который брал усилитель моноблок Stetson, на них прям писали 2 Ома, 4 Ома там версия. У меня была 2-омная версия, я ее гонял в 2 Ома. Что произошло с таким же точно Stetson'ом, который человек подключил в 0.25, вот сейчас вы видите на ваших экранах, я эту фотку сохранил. Он не сгорел, он не загорелся, он, блядь, взорвался. Арменчик у нас брал Тарампс, решил наебать судьбу, да? 0,175 он его подключил, по-моему. Там рублей 7 ремонт, короче, вышел. 12 тысяч. Ну, вот эта плита, она у меня в бэхе стояла. Тоже абсолютно исправно работала. Короче, вы поняли, это для мужиков с остальными яйцами усилки. Ладно, давай их запускать. Усилки у нас оба включены. Давайте просмотрим сопротивление. Дай чуть-чуть. Вот, 2 Ома, 2 Ома.
Так, теперь, ну давай по очереди вначале, да? Снимем мощность с одного, с другого. 14,5 вольт у нас. Не знаю, до скольки сейчас упадет. Давай по очереди один усилитель. Крути. Крутим до небольшого среза. И чуть-чуть назад. 930. Просадки нет, 14,5. Ему сейчас очень хорошо. Сколько заявка? 990 была, да? Ну, уже почти. Давай. Давай. Ну, что ты боишься? Там еще нет скоса. Какой-то легкий. О, вот он чуть-чуть пошел. Ну, килл видим. Видим килл. Давай арию. Просадки не получили. Все в порядке. Питание у нас отличное. То есть мы сейчас видим идеальные цифры. Но и при идеальной синусоиде. Про это тоже не забывайте. Вы в любом случае сможете вытащить с усилителей больше, просто потому что, питая сабвуфер, вам не нужен такой сверх прям чистый сигнал, допускается небольшой клип. То есть, грубо говоря, в 2 Ома киловатт 100 где-то вы вытащите с этого усилка. Вот он пошел срез, чуть-чуть обратно, видим сколько? 550. Чуть-чуть добавь еще. Вот он срез. Ну да, на 800 уже срез. 790 видим, а заявка 770 ватт. 770, а заявка у нас в 2 Ома. 780. Да, все четко. Итак, что мы видим на данном этапе? Заявки оба усилители свои делают, это круто. У нас до этого были усилители, да? Какие? Edge Audio Nova, они не вышли на заявку. При заявке в 2 киловатта там было, по-моему, 1350. Здесь мы видим вот абсолютную заявку. Видно, что цифры взяты не от фонаря, и на данном этапе выгоднее и лучше, да, взять во всех отношениях DevBonds. Но у нас еще есть козырь у Арии. Это работа в низковом. Я думаю, что она работает в низковом. Вот это здесь лотерея. Когда вы берете обычный усилитель, он может работать в низковом, может не работать. Кикс тысячник кто-нибудь вообще запускал выше 0,5, он работал. Ну как работал? Тоже лотерейный был усилитель, но, по крайней мере, можно было день-два, может иногда неделю покайфовать с полома. И в полома он 3500, по-моему, выдавал, да? Сейчас же мы имеем DevBonds, который опасно подключать в низковом, и Арию, которую, скорее всего, нет. Сейчас при выстреле в водяном мы как раз и сымитируем подключение у вас в автомобиле в, не знаю, 0,5 или даже ниже. Сейчас вот все что угодно может. Он может взорваться даже, да, Тём? Ну, то есть сейчас это, считайте, вы в машине его в 0,5 в лучшем случае подключили. Я отойду. Я за тебя можно спрячусь? О, смотри, уже 900. Нормально. Сейчас заявку даже даст, наверное. 1,5 и срез. Обратно. Обратно. 1400, да? Нет, что-то косит все равно. Смотри, подопросила. 14,2. И мы при 14,2 видим 1,420. И работает. Заявка. Ну, это недолго. Смотри, ну вот он работает. Но это недолго. Так, заявка 1480. Наебали, да, на 60 ватт? Хотя нет. Ну просад же был. А что, ты выключил или он выключился? Ну да, при просаде, ну, в принципе, опять заявка, да. То есть, было бы у нас 14,4, что ты делаешь? Ну, не, он выжил уже, пусть выживет, сейчас их въебем одновременно. Ну 14,1 просадка, если пересчитать, 14. Сейчас 14, вот при 14 вольтах, а мощность особо не упала, появился небольшой клип. Ну, он работает. Бразилию переизобрели, что ли? Да нет, нет, не работает. Дым пошел, блядь. Давай теперь Арию, а потом мы будем их убивать. Вы же ждете, чтобы мы их убили? Или вы ждете, что лучше бы мне отдал? Мы бы, если бы могли, вот лучше бы всем отдать. Он нагрелся? Ух, нихера. Ну нормально, нормально. Ну тоже на чудеса не рассчитывайте. Малый корпус, большая мощность. В любом случае есть такая вещь, как КПД. То есть какой-то процент мощности он отдает в тепло, какая-то мощность полезная. То есть даже если представить, что в тепло уходит 200 ватт, вы получаете вот в маленьком корпусе нехеровый такой 200-ваттный кипятильничек. Вот это, наверное, минус малогабаритных усилителей, но если они хорошо охлаждаются, нигде не спрятаны и используются в номинал, то, в принципе, это не страшно. Но дым пошел, это уже хороший знак, значит, возможно, мы сегодня увидим что-нибудь интересное. Ну-ка. 50 градусов у нас прогрелся корпус уже. Ну, у нас какое-то сопротивление. 2 Ома есть, 1 Ом нет. Разбираться не кайф, какое именно, поэтому мы просто на тот же канал перекинули. А ну-ка, включи. Да, у нас Ария теперь на тех же сопротивлениях, что был Апокалипс, и у нас есть 1 Ом.
Теперь подключена Ария. Пока коммутировал, я думаю, мы и подзарядились. Питание у нас в порядке. Ну уж для 1 киловатта точно хватает. Да, у нас теперь Ария в 1 Ом. Смотрим. Напоминаю, это мы имитируем в машине подключение 0,5, а может быть и ниже. То есть это довольно такая серьезная нагрузка на усилитель. И не надо забывать, что когда играет музыка, мощность меняется. Ну, чуть-чуть крутани, увидишь. Ну вот идеально ровно. Kill 770. Заявка есть, да? Ну, крутани еще, чтобы клип был чуть-чуть. Сколько? Вот, с клипом 1,2. А все усилители сегодня у нас в тесте заявку показали. А зачем ты квадрат оставил? А, все, ты убиваешь его? Так, может, разберем, посмотрим на схемотехнику? А? Сейчас посмотрим. Сколько? А что ты там меряешь, он еще не успеет нагреться? О, готово. Преды сгорели. Преды? Ну, это логично. Ты знаешь, что делать, да, Тём? Он работает. О, смотри, прикольно. Искрят преды? Блин, я не сфокусировался. Давай еще. Все, сгорели. Всё. Ну, в этом случае нормальные люди меняют предохранители, больше не делают такую мощность. Не очень нормальные люди меняют предохранители на помощнее. А мы, что мы делаем? Проволоку намотаем туда. Замыкаем их накоротко, да. Так, ну вот вам и преимущество Арии сейчас налицо. Она прощает ошибки. То есть, когда усилитель с предохранителями, если у вас перебор по мощности, усилитель об этом знает, ему на заводе снабдили предохранителями, через которые избыточный ток пройти не может. В случае с Апокалипсом мы посмотрим сегодня, что произойдет. А в случае с Арией мы сымитируем сейчас вариант, если бы она была собрана без предохранителей. Давай снимем крышку тоже, что подожди, покажи суперпреды, которые ты придумал. Просто преды клеммами. Или как это назвать? Креплениями. Креплениями. Да, креплениями он замкнул места посадочные. Вот эти разломались. А на сколько они вообще ампер? 30 на 3, 90. Ну, короче, впритык. Входной ток у нас впритык. Но они не рассчитывают, что он у вас будет жать. Вы должны понять, что это постоянка. Если у вас играет музыка, даже синуса, у вас мощность постоянно меняется. Она то больше, то меньше. Мы сейчас даем постоянную мощность. То есть то, что сейчас мы делаем с усилителями, это, ну, это супер стресс для усилителей. И вы почти никто так не делает. Но кто-то так из вас делает, да? Прикинь, сколько людей сейчас такие, я нихуя не понимаю, но смотрю, интересно очень, да? Так вот часто пишут. Очень люблю слушать Александра, ничего, правда, вообще не понимаю, просто интересно слушать. Александр прикольно рассказывает. Пишите ваши комментарии, те, кто разбирается в усилителях, вы поможете и нам, и остальным подписчикам, что тут хорошо, что тут плохо, драйверы, каскады, транзисторы, блоки питания, вообще ни хера в этом не понимаю. Ты понимаешь? Мы понимаем, кому это отдать, если оно сгорело. И мы понимаем, как это использовать, чтобы оно не сгорело. Но вот эти вещи, это далеко не все разбираются. А, мы еще знаем, куда воткнуть отвертку, да, Тём? Да, чтобы оно сгорело. Чтобы оно сгорело. Ножки, как столбы после бомбежки. И схемотехника DevBones. Тоже пишите в комментариях. Круто, не круто. Мало, не мало, надежно, не надежно. Те, кто разбирается в схемотехнике. Напоминаю, что стреляем в начале с этого в одни сопротивления, потом с этого в те же, потому что у нас 2 Ома на 2 канала есть, а вот 1 Ом сейчас у нас что-то вышло из строя. Смотрим. Киловатт есть. Напряжение 14,5. Температура на блоке 60. 60. Я думаю, сейчас поднимется. Киловатт отдает. 14,3 просила. Да давай его мочить уже. Понятно, что киловатт это синуса, это нормально, все. Ария стабильный усилитель без грубежа, если. Да, синуса пошла. 14 просадили. Нихера себе. Тёма, ты мастер квадрата. Доктор квадратических наук. 13,8, 13,7. 110 на катушке. 125, 128. Ну, нормально сейчас вырастет. Сколько ставишь? 400 будет? Чего? Градусов.
13,7. 1300 жарит. Ты в пол сделал, да? Да, все. Защита? Так неинтересно. Скорее всего, по температуре. А ну, сколько температура? 160 градусов. Минут 10 прошло. Остыть любой, в принципе, наверное, уже должен был усилитель. Еще и под кондером. Нет, корпус раскаленный, да. Ну-ка. Ладно, пока он... О, все, вот вышел. Он вышел из защиты. Я знаю, что сейчас будет, когда мы его запустим. Он опять уйдет в защиту. Датчик температуры мы найти не можем. Отвертки втыкать, наверное, больше не будем, потому что люди как-то негативно относятся к этому. У нас прям цель, когда есть убить усилитель, мы втыкаем отвертки. У нас сегодня цель убить DevBonds. Мне кажется, он точно умрет, потому что мы его запустим в одином. Давай Арию. Контрольный еще. Ну, вот. 1000 ватт каком-то. Блин, какой он горячий. Да, 1000 ватт, в принципе, я так понял. Ну, он просто сейчас прогреется, опять сработает защита. Давай ему квадрат. Может, защита не успеет сработать. Полторашка была. Полторашка? Все. Короче, это даже немного унизительно, да, Тём? Усилители, когда такие нам попадают, ну, хороший, надежный усилитель убить сложно. Давай убивать DevBonds, ладно, кто-то сегодня должен сдохнуть. Вот до Уралов, по ходу дела, не дойдет с 800-кой. Ну, мощность, может, да, чисто быстренько срежем. Посмотрим, сколько 800-й Урал дает. Итак, на очереди DevBonds. Подключен он 1 Ом, видим. И, ну, я не думаю, что сейчас это хорошо закончится. Да, чуть-чуть в нормальную синусу посмотрим. Ну, работает вроде, да? Да, без клипа видим в... Да нет, чуть-чуть больше можно. А ну, дай чуть-чуть. 1,3 чистый, 1,4 чистый. И давай еще чуть-чуть. И вот он скос на 1,5 киловаттах. Ну, четкая заявка, да? 1,400 там с чем-то у него, по-моему, да? Давай квадрат. Все? Да, с китайскими всякими поинтереснее, да, магнумами там, когда пожары происходят. О, да! Ох, Да, сейчас. Ох, Обидно как-то, да? Шоу не вышло. Ну, мы увидели то, что должны были увидеть. Боится DevBonds низкоома, Ария же отработала в низкоом нормально, но боится температуры и опять же защититься предохранителями. То есть с Арией не получится выжать больше номинала, потому что она защитится предами, с DevBonds не получится, потому что он сломается или вот уйдет в защиту. Что, ты хочешь еще эти померить, да? 800-ка Урал тоже не сильно большая, но если сравнивать с 800-кой Апокалипс Атом, ну кратно она больше. Давайте посмотрим, что там за мощность. Пока Дема подключает 800-й, минутка рекламы. Напоминаю, что у нас есть виброизоляция теперь под собственным брендом. Скоро будет и шумоизоляция. Очень качественная. Наверное, самая качественная сейчас на рынке. Она делается на заводе СТП. Она идет в удобных листах. То есть размер меньше, чем у обычных листов СТП. Очень удобно на дверь клеить. Не самая дешевая, но по качеству бескомпромиссная. Можно ее купить сейчас у нас в LoudSound.ru. В Питере, Пензе, Саратове в наших магазинах. Вот это на Питер у нас уже ждет первая пробная партия. У нас же в магазине и в Ростове, и в интернет-магазине можете ее уже заказывать. На СТП, когда делали заказ, попросили все, что они умеют. То есть это виброизоляция, которая сделана лучшим заводом и без каких-то компромиссов. Ну, Ария, раз уж выжила, будет у нас на сайте в разделе «Уценка». Предохранители все Тёма на место поставит. Также гарантия будет полная на нее, как на новый, но стоить она будет гораздо дешевле. Итак, 800-е. Палить, наверное, не будем. Во-первых, уже и времени нет, а во-вторых, что-то сегодня не пошло у нас с палением, да, расстроил. Не знаю, может Урал и загорится, но Апокалипс, я понял, что это будет. Это будет щелчок и защита. Раньше Бразилия веселее была, да? Раньше можно было увидеть взрыв, пожар, там все, что хочешь. Левый Урал. Правый Апокалипс. Так, вышли на 480 и еще даже не появился квадрат. Ничего себе. Так он превышает заявку, что ли? Да? Чуть-чуть обратно. Это, наверное...
Не знаю. Да, он клип моргает на нем. Он клип видит. Ну вот, 500 ватт. А ну накрути где квадрат. Вот квадрат. Обратно, обратно, обратно. 510 ватт. 500. Да. Тёма, ты можешь стабилизировать? Заявку даже превысил, в общем. Да, 520 там где-то. 520, 530 ватт. Давай Урал теперь попробуем. И Урал побеждает или нет? Ну, ты, сука, смотри, прям один в один, что ли? Угу. Мы сейчас будем бок о бок запускать. Ладно, давай, проверили. Смотри, Примерно то же самое. 520 ватт, то же 520. самое. Ладно, Набрал чисто ладно, вот держи камеру, я буду крутить сейчас оба. Ну, апокалипс больше. Там Нет, у хотя квадрат. чуть-чуть есть квадратик, убираем. Ну, они вровень прям, смотри. Ну да, они очень вообще там, просто поймать эту грань тяжело. У них плюс-минус 5 ватт. Угу. Да, абсолютно равные по мощности усилителя. Итак, если судить по подключению в 2 Ома, оба усилителя отдают одну и ту же мощность. Но у Апокалипса она занижена, да, чуть-чуть получается, а у Урала завышена. В 1 Ом заявка у нас 800, будем проверять? Да? Ладно, сейчас проверяем в 1 Ом. Урал. Да нет. Что он рано сдался, да? Смотри, вот он пошел скос на 700 уже. Почему? Вот чистый сигнал, а что-то мало. Что-то у нас или не то мерит, или что? Вроде все правильно, да, мерит? Да. Но он прям мало дал. Вот они 650. А покажи напряжение сколько? 14,5. 650 ватт, ребята. Я не знаю, может мы где-то накосячили. Сейчас будем перепроверять. Вот он скос. На 680 где-то появляется. Вот чистый сигнал 650 ватт. Урала заявка превышена. Смотрим апокалипс. Смотрим недолго. Я не хочу еще один апокалипс убивать. Но я думаю, замериться нам хватит. Уже лучше. Вот он скос на киловатте. Обратно. 940, 930, 930, 940 добавляем. Квадрат на 990 уже есть. На 970 слабый. Чистый сигнал 900. В общем, около 920 ватт. Покажи напряжение. Напряжение у нас... Это ты что-то поднавертел там, да? 14. Давай, выключи сейчас. Ну-ка, давай еще смотрим. А клип смотри, как верит. Ага. Вот сейчас на нем клипа нет, сейчас есть. Вот если на нем клипа нет, мы видим 880, по осциллографу можем 920 где-то дать. Да. Ну даже по клипу уся, вот смотри, есть, нету, есть, нету, есть, нету. На 100 ватт больше, да? Короче, 900 ватт у него есть. А пацаны довольные, да? Уже поставили, да, Лехе? 800. Он довольно сейчас, смотри, это мой усилитель тестирует. Но он сейчас выебать может, потому что это 1 Ом, понял? Поэтому не радоваться раньше времени. 800 точно есть и даже больше. Причем клиповая. Вот клип начинается на 900 где-то с чем-то. Итак, выводы по сегодняшнему тесту. Но основная цель была ознакомиться с новейшими усилителями DevBond серии Atom. Действительно ли они могут при таком малом размере выдавать такую высокую мощность и при такой цене? Сравнили с одноклассниками по размеру и по цене. Если мы возьмем Арию, которая в принципе вписывается в этот размер, однозначного победителя нет, да, DevBond мощнее, дешевле и чуть меньше. Но больше риска выхода из строя и возможной наводки, потому что Бразилия. Ария у нас хорошо защищается. При этом DevBond усиливает широкую полосу, то есть его можно использовать как для сабвуфера, так и для фронта. Больше возможностей использования в аудиосистеме. Ария же такого фильтра не имеет, у нее LPF ограничен 250 Гц, то есть она может работать только с сабвуфером. Мощность ниже, цена выше, ну, выводы делайте сами, кому что ближе. В случае с Уралом однозначный, наверное, победитель DevBond, не знаю, ну,
Скорее всего, на практике где-то будет перегреваться DevBonds сильнее, потому что корпус меньше. У Урала же площадь радиатора больше, поэтому, скорее всего, риск перегрева будет ниже. Ценник и на Урал, и на DevBonds сейчас примерно одинаковый, с учетом скидки на DevBonds. Но обычная цена на DevBonds будет на 500 рублей больше. Ну и не надо забывать размер, то есть, естественно, вот в категории 800 ваттников у нас в любом случае выигрывает DevBonds. Во многих инсталляциях он спокойно залетит куда-нибудь под бардачок. Полторашка в принципе не намного больше. То есть вот неоспоримое преимущество таких усилителей. Мы очень часто применяли усилители, которые даже проигрывали по мощности, по цене, там, по всему остальному, просто из-за размеров. Когда, например, надо поставить в мотоцикл или в автомобиль, там, но чтобы этого не было видно. Эти усилители при малом размере теперь обладают еще и сумасшедшей мощностью и никаких заоблачных цен. Но опять же, здесь защиты от дурака нет. Такой усилитель покупайте, если вы знаете, что вы с ним будете делать, как вы его будете использовать, и ни в коем случае не подключать в сопротивление ниже минимальной заявки. Если у вас есть заявка в 1 Ом, подключать в 0,5 такие усилители не нужно. Пишите обязательно в комментариях, если что-то мы сделали не так. Пишите обязательно, какие еще усилители вы хотели бы сейчас увидеть на тесте. Пишите, как вам новый Апокалипс и что еще. И всем пока, живите громко, пусть Стас скажет. И сделаем эту графику крутую. Всем пока, живите громко. Давай я лучше сам скажу. Инстаграм наш официальный Loud Sound Official. Подписывайтесь, там новости про железки, новости про нашу компанию. Мой личный инстаграм Александр Винников. И не надо мне в личном инстаграме писать, что там мало автозвука. Там вообще захочу снять, как я не знаю, как я завтракаю, сниму. Но я так не снимаю. Поэтому у меня подписчиков мало. Зайдите, подпишитесь, короче, на мой аккаунт. И все ссылки в описании, все выключать надо. Я говорю, чувство недосказанности, да, Тём? Надо все-таки что-то сделать. Что ты будешь сейчас делать? Я ничего не буду делать. Я тебе это доверю. Он говорит, я спрячусь. Все, бля, можешь ничего не сделать. Просто я говорю, КЗ не было, давай сделаем КЗ. На усе клеммой перемкнем, мы все равно убили этот полторашку. Да? Ну, Тёма, ты сделал все КЗ. Миссия выполнена. Вот это да! Я же говорил, недосказанность есть. Ох, нихуя там вообще, посмотри, как красиво я все это на GoPro снял. Свадьба, корпоративы. Автозвукеры, когда жениться будете, вы знаете, кого пригласить. Да не надо туда лицом сейчас смотреть, Тёма. Вот это. Новейшими усилителями DevBonds серии А, там действительно Охуенно! гонка Mercedes против BMW, а нет, против Шкоды. Что делать, пацаны?